Привет, мои дорогие девочки! Я напоминаю, что вы посмотрели на свои руки. На каждом пальце целый мир, целая вселенная, энергии, которые идут и ждут, чтобы вы их активировали. А кольца для ведьмы – это не просто украшения, это ключи, это проводники, это живые существа, которые дышат вместе с тобой, усиливают твою силу и защищают твой свет. И, мои дорогие ведьмы, «Ведьма без колец» как книга без букв. Вроде и есть, а прочитать нельзя. Поэтому кольца – это язык, на котором твоя душа разговаривает со Вселенной. И чем больше осознанности ты вкладываешь в каждое кольцо, тем громче тебя слышат там наверху. Почему ведьме нужно носить кольца всегда? Потому что это и энергетический канал, это и защитный барьер, и усилитель намерения, это и связи с традициями, это маяк для духов. И тут немножко скажу про значение пальцем, на каком пальце носить. Каждый палец – это отдельный канал энергии, и кольцо, надетое на определенный палец, активирует именно ту сферу жизни, за которую этот палец отвечает. Большой палец – это палец Марса, воля, защита, агрессия. Кольцо на большом пальце делает тебя непобедимой, усиливает твою волю, помогает отстаивать границы, дает силу в конфликтах. Идеально для защиты и для ритуалов, где нужно проявить твердость. Указательный палец. Палец Юпитера. Юпитер – это власть, удача, лидерство. Кольцо на указательном пальце – знак королевы. Притягивает удачу, помогает в карьере, усиливает харизму и способность вести за собой. Надевай перед важными переговорами или когда хочешь, чтобы мир заметил тебя. Средний палец – это Сатурн, судьба, карма, мудрость. Сатурн – это планета рока. Кольцо на среднем пальце помогает принять свою судьбу, пройти кармические уроки, обрести мудрость и терпение, хорошо носить в сложные периоды жизни. Безымянный палец – это палец солнышка, солнце, любовь, творчество, радость. Самый мощный палец для любовной магии. Кольцо здесь усиливает способность любить и быть любимой, притягивает романтику, раскрывает творческие таланты. Обручальное кольцо носят именно здесь не случайно. И мизинец. Мизинец – это палец Меркурия. Меркурий – это магия, деньги, общение. Это палец ведьм. Кольцо на мизинце усиливает магические способности, помогает в денежных вопросах, развивает интуицию и дар убеждения. Если хочешь усилить свою ведьмовскую силу, носи кольцо на мизинце. Каждому кольцу тоже идет свое значение. Ведьма не носит кольца просто потому, что это красиво. У нее каждое кольцо имеет имя и значение. Назови кольцо защитник, кольцо притягатель, кольцо проводник, кольцо накопитель, кольцо ключ, который открывает двери. Как заряжать ведьмовские кольца? Надо почистить, потом зарядить, настроить и закрепить. То есть закрепить, произнести вслух, для чего ты это кольцо носишь. Настроиться на нужный лад. Зарядить можно, если положить на солнце или на луну, в зависимости от цели, или в водичку. А если вы хотите почистить, чистить в соленой воде или под проточной водой, чтобы смыть, к примеру, чужую энергию. И тогда кольцо становится твоим. После этого кольцо становится живым. Оно будет работать на тебя, защищать, притягивать, усиливать. Главное, не снимай его без необходимости и не давай мерить другим. Мои кольца у меня на столе для гадания всегда лежат несколько колец. Они видели тысячи раскладов, впитали энергию твоих вопросов и моих ответов. Каждая с характером, с историей, с магией. Когда я гадаю, кольца на моих пальцах работают как дополнительные антенны, которые улавливают сигналы из твоего будущего. Они помогают мне слышать тоньше, видеть глубже, чувствовать точнее. И я никогда не снимаю их во время работы, потому что ведьма без колец, как птица без крыльев. Вроде бы и жива, а лететь не может. А ты носишь кольца?
какие пальцы любишь больше всего. Если у тебя они особенные, если особенные у тебя кольца, ведьмовские кольца, напиши в комментариях или просто поставь лайк в знак того, что твои руки тоже хранят магию. Кольца – это защитный барьер. Кольцо замыкает энергию пальца, создавая кокон, через который не пробивается чужой негатив. Особенно если кольцо серебряное или золотое. Это серебро испокон веков считается металлом ведьм. Но если тебе нравится золото, конечно, носи золото, потому что проба даже сама за себя говорит 999. Но это самое чистое золото. Также металл и камни проводят вибрации, они усиливают твои намерения, работают как маленькие антенны и соединяют тебя с нужными частотами. Когда ты колдуешь, пассы руками становятся в десятки раз сильнее, если на пальцах есть кольца. Они работают как фокусирующие линзы твоей силы. Кольца носили ведьмы всех времен и народов. Надевая кольцо, ты подключаешься к родовой памяти, к силе тех, кто шел до тебя. Все мы матери ведьмы, все мы дочери ведьмы. И надо тут не забыть про то, что кольца привлекают внимание тонких сущностей, тех, кто готов помогать, и тех, от кого нужно защищаться. Ведьма всегда видна в Австралии по своим кольцам, мои дорогие. Носите кольца с удовольствием и не забывайте ставить на кольца свои намерения. Это ваш рабочий инструмент, который всегда с вами. Вот лучше колец я ничего в своей жизни не встречала. Очень сильно их люблю. А вы любите?